Думаю, вы знаете, что для карманных приставок Game Boy в свое время были выпущены аксессуары для совместной игры, передачи данных и обмена предметами. Один из них — это соединительный кабель Game Link, позволяющий подключить до 4 устройств в единую сеть. Game Link насчитывает несколько видов, отличающихся разъемами, соответственно поколениям консолей. Для классических Game Boy Original, Game Boy Color, Pocket, Lite версии и Game Boy принтера, моделей Game Boy Advance, GameCube и даже для Game Boy Micro. Сопровождает этот набор большое количество переходников, разветвителей и неоригинальных устройств, от возможности подключить клавиатуру до беспроводного соединения. Конечно же, Little Sound DJ не упустил возможности синхронизации таким способом. Если вы хотите разнообразить свои аранжировки и сделать звучание более насыщенным, или ваш творческий потенциал уже чувствует себя ограниченным 4 каналами, то с помощью Game Link мы можем работать сразу с 2 ромами или с 8 дорожками. Для начала рассмотрим простой способ применения данной возможности. Скачиваем BGB эмулятор на сайте разработчика, находим интересующую вас версию LSDJ. Все бесплатно. Открываем 2 окна эмулятора, закидываем в каждый из них отдельный ROM Little Sound, чтобы у нас были независимые файлы сохранения. Настраиваем input config значения клавиш или кнопок геймпада. Теперь настраиваем Link параметры. Один ROM ставим в режим Listen на вкладке Link, а во втором выбираем параметр Connect. Видим надписи в трее, значит готово, соединение установлено. Теперь в настройках LSDJ, в зависимости от версии трекера, выбираем способ синхронизации. В ранних версиях была градация на Master, ROM и Slave, в которых периодически можно было запутаться, играя сет, однако сейчас нам доступен более универсальный способ. Здесь даже предусмотрена возможность копипасты паттернов по сети, что великолепно облегчает нам жизнь при создании таких объемных композиций. Увеличение числа дорожек позволяет нам создавать интересные эффекты, проигрывать аккорды, открывает возможность использовать свободный WAV-канал для сэмплов и синтеза, распределить хай-хет партии в панораму на нойзах, использовать мощные пики для драм-партии, освободить пульс-канал и еще огромное количество возможностей, которые вы только можете себе вообразить. Когда трек готов, мы делаем сохранение для каждого рома отдельно. Рекомендую по старинке указывать мастер SAV в названиях, чтобы было проще ориентироваться в трекере. А если вы являетесь счастливым обладателем Game Link и парочкой картриджей с LSDJ, то перенесемся в реальность. Нам потребуется микшер для подключения приставок на 2 независимых канала. Настраиваем уровень громкости и погнали. Теперь мы можем использовать внешние фильтры на отдельные дорожки или инструменты, сводить треки в BPM по аналогии с DJ-оборудованием. Конечно, процесс записи таких композиций займет больше времени, но на выходе мы получим сочный, объемный звук и непривычно интересные аранжировки. Приобрести кабель для ваших геймбоев весьма просто, они доступны на eBay, AliExpress и часто бывают в объявлениях на Авито и подобных ресурсах. Стоят они недорого и не ударят по кошельку, а вот поэкспериментировать с трекером и поиграть с другом в игры позволят на отлично. Главное, не перепутайте поколение Game Link и сравните разъемы у своих приставок перед покупкой. На этом все, надеюсь, было полезно. Подписывайтесь на канал, пишите и слушайте хорошую музыку. Пока-пока!